Всем привет! Сегодня с дочей мы будем готовить медовик. Медовик? Да, с двумя видами крема. Сначала готовим тесто. Сейчас в кастрюльку положим 2 яйца, стакан сахара 200 грамм, 2 ложки меда и 50 грамм масла. Йола, ты мне поможешь? Давай, положи, пожалуйста, сахар, я положу яйца. Аккуратненько загружай туда к яйцам. Так, поставь на место. Эту всю смесь будем подогревать на медленном огне, на маленьком-маленьком огне, до растворения сахара. Нужно немножко перемешать и ставим на газ эту смесь. Подогреваем эту смесь на маленьком огне и постоянно помешиваем до растворения сахара и получения однородной массы. Так, смотрите, практически уже растворилась у нас сахар и масло, однородная такая масса. Сейчас мы добавим еще сюда ложку чайную соды. Да. Да, и наше количество масса наша должна увеличиться. Вот так размешиваем хорошенько соду и еще около минуты оставляем на газу. Вот масса наша увеличилась 2 раза. Сейчас будем снимать с газа и ложить сюда муку. Добавляем теперь муку. У нас там 500 грамм муки. Добавляем и хорошенько размешиваем. Тесто не должно быть сильно густое. Оно у нас еще горячее. Поэтому я немножко его оставлю остыть. Где-то полчасика. И через полчасика вернемся. Вымешаем его. Добавим еще больше муки. И вымешаем до готовности. Сейчас я его уже немножко остыло, это тесто, и будем его вымешивать с мукой оставшейся. Вот такое получилось мягкое тесто. Смотрите, должно получиться у нас 8 частей. Вот, можно немножко подкорректировать. Угу. Вот такие кружочки. Будут разные, ничего страшного. Накроем пленкой и спрячем в холодильник. А в это время, пока она остынет, тесто, мы сейчас сделаем заварной крем. А сейчас сделаем заварной крем. Опять работаем по нашей схеме. Я ложу яйца, ты ложишь сахар. Так? Давай, аккуратненько высыпай сахар. Я ложу яйца. Ты высыпаешь сахар. Так. Сейчас я дальше ложу муку. Это пока нет. Да, ложи муку сюда. И перемешаем все миксером. Ага, не сказала. Значит, 2 яйца берем. Сахара у нас было 150 грамм. И было у нас муки 50 грамм, 2 столовые ложки. Это все перемешиваем в кастрюльке, в которой будем же варить. То есть тоже берите такую с толстыми стенками, чтобы не пригорало. Вот такое до растворения сахара мешаем миксером. И теперь по чуть-чуть будем вливать молоко. У меня пол-литра молока. Вот такая получилась у нас жидкая смесь молочная. Ставим на газ подогреваться до загустения. Обязательно постоянно помешивайте, и оно постепенно загусает. Если не помешивать, то может пригореть на дне, мука может оседать и создаваться такие комочки. Вот, смотрите, практически закипает уже крем, я его выключаю, забираю с огня. Пока горячее, еще немножко помешиваем, добавляем сюда 100 грамм масла и опять хорошенько перемешиваем до растворения масла. А пока охлаждается этот крем, мы сейчас еще сделаем другой крем сметанный. Сейчас сделаем сметанный крем. У меня 330 грамм сметаны 18% жирности и сахара 150 грамм. Все это хорошенько перемешаем блендером. Крем получился густой, красивый. Отправляем его в холодильник. А сейчас будем подготавливаться к выпеканию коржей. Ставим духовку на 180 градусов разогреваться и достаем тесто наше из холодильника.
Достала я кусочек теста из холодильника, остальные все у меня остаются в холодильнике, чтобы они не нагревались здесь в комнате. Теперь вот будем раскатывать. Я буду раскатывать немножко больше, чем мне положено по форме, потому что хочу, чтобы были обрезки. Специально хочу его обрезать по краям, чтобы теми обрезками посыпать. Поэтому я так не особо смотрю на эту всю сантиметры, на эту мерную сетку, а просто раскатываю себе и потом вырежу по размеру крышки, она у меня 22 сантиметра в диаметре, и формируем красивый торт. Ставим в духовку разогретую на 180 градусов на 3-4 минуты или до золотистого цвета. Смотрите, проверяйте. Вот готовый корж, смотрите, какого цвета красивого. Я буду себе под крышку его обрезать. Или так не получится, у меня 22. Не, наверное, под крышку будет удобнее. Вот, что там лишнее, здесь не сильно много на нем лишнего. Ну, вот эти такие части обрежу. Вот, этот корж готов. И дальше так выпекаем все 8 частей. Ну, коржи готовы. Будем сейчас собирать торт. Торт у нас будет с двумя кремами. Будем перемазывать их по очередности. Начнем со сметанного. Следующий корж промазываем кремом заварным. И так продолжаем со всеми 8 коржами. Обмазываем сверху, я обмазала полностью кремом, и еще по краям тоже. Сейчас закончу по бокам и приготовим такую посыпку из орехов и из остатков коржей, которые я обрезала. Сейчас я вам покажу. Перебиваем в блендере остатки коржей и орехи. Орехи я подсушила в духовке. Вот, получилась такая у нас масса ореховая, тесто ореховое. Сейчас будем обсыпать торт. Обсыпаем полностью его. Полностью обсыпаем его крошкой. Прячем в холодильник до застывания. А потом с вами встретимся. Думаю, часа через 3-4, чтобы его разрезать и продегустировать. Какой же он получится. Достали мы торт. Простоял он в холодильнике у нас 4 часа. Сейчас мы его порежем, посмотрим, какой он там в середине. Очень мягкий, пропитался. Ну давай, пробуй. Вкусно. Смотрите, какой мягкий, пропитался. Очень вкусный, нежный. Если понравился рецепт, комментируйте, ставьте лайки. Напишите свои рецепты нам, как вы готовите медовик. Да, а мы с удовольствием почитаем и приготовим, может, по вашему рецепту. Все, всем пока! Пока.